Сегодня будем вязать нереально классную шубу по типу ламы. Вяжется максимально просто. Свяжет любой новичок, который может вязать прямоугольники из столбиков без накида. Мне всегда нравились подобного плана шубы из меха ламы. Мне кажется, так стильно очень всегда смотрится, не устаревает, на мой взгляд, достаточно долгое время. Также всегда расцветки у них очень такие яркие, разноцветные, неоднотипные. И я решила, что можно попробовать сделать такую шубу своими руками. Кто не хочет делать шубу из подобных пушистых объемных ниток пряжи по типу букле, можно рассмотреть вот такие варианты. Эти все накидки-шубы сделаны из обычных ниток, гладких, то есть можно рассмотреть и такой вариант, сами можете выбирать, какой вам больше понравится. То есть сначала из Alize Lana Gold, из обычной пряжи мы свяжем базовую форму, на которую мы будем присоединять вот такую буклированную кудрявую пряжу. Желательно, чтобы цвет пряжи совпадал, но если нет возможности, можно близко по цветовой гамме. Что касается пряжи, внутренняя часть у нас будет из Alize Lana Gold Classic. Это у меня просто закончился моточек, я его так для ориентира вам положила сюда, уже связанную деталь. Значит, вот Alize. По составу у нас, как обычно, 51 акрил, 49 шерсть, в 100 граммах 240 метров, цвет 98. Что касается вот такой пушистой кучерявой пряжи, это у меня пряжа от Пихорка, буклированная. Так, цвет 24 орхидея. Метраж 220 метров, 200 грамм, состав 30 мохер, 20 шерсть, 50 акрил. Номер крючка 5. Принцип вязания максимально простой. Для начала нам нужно связать базовый кардиган, состоящий из столбиков без накида, впоследствии в которые мы будем соединять вот таким образом нашу пушистую кучерявую пряжу. То есть вот таким способом, крючком и петелькой будем закреплять. Также по желанию вы можете вязать кардиган не столбиками без накида, как в моем случае, а, например, полустолбиками, либо столбиками с одним накидом, что сделает полотно не таким плотным, как, например, вот полотно столбиков без накида. Соответственно, расход будет другим. На спинку я набирала 70 воздушных петель плюс 1 петля подъема. И так я провязала 83 ряда. На одну из передних половинок я набирала 28 воздушных петель плюс 1 петля подъема. Соответственно, столько же рядов. Что касается рукавов, здесь я набирала 80 воздушных петель плюс 1 петля подъема. И я провязала 64 ряда. То есть набираем нужное количество петель. И будем вязать вот в эти задние перемычки. То есть со второй перемычки от крючка вяжем столбики без накида. Подошли к последней петельке, к примеру. Ее провязываем. Делаем петлю подъема, переворачиваем вязание. И со второй петельки от крючка, то есть вот первая, вот вторая, за обе дужки петельки вяжем столбики без накида. Опять подошли к концу вязания. Провязываем последний столбик. Делаем петлю подъема. И опять же со второй петельки от крючка вяжем столбики без накида. И так абсолютно все полотно. Вяжем спинку, 2 передние половинки и 2 рукава. Если у вас такие же или приближенные к моим параметрам, для вас я могу замерить, каких размеров у меня получились детали. В ширину спинка получилась 52 сантиметра, в длину 54. Ширина передней половинки получилась 19 сантиметров. И параметры рукава. После того, как у нас готовы все детали, для начала приложим к спинке наши 2 передние половинки и сошьем вот эту часть, там, где у нас будут плечики, то есть по вот этим шовчикам. Сейчас будем соединять детали. Соединять детали можно абсолютно любым способом. Можно, к примеру, с широким ушком вдеть нашу пряжу и вот так соединять рукава. Либо можно делать это соединительными столбиками с помощью крючка. То есть мы вот за обе петельки подсоединяем крючок, продеваем пряжу, делаем закрепительную петельку. И вот так попарно, чтобы все очень ровно совпадало, петля к петле, вот так провязываем через обе петли
вот таким образом соединительные столбики. Сшили по плечевому шовчику наш перед и спинку. Далее можно приступать к пришиванию рукава. Прикладываем рукав пополам. Для начала пришиваем отсюда, идем до плеча и с обратной стороны. Далее по вот этому шву вдоль шва сшиваем и оставшуюся вот эту часть кардигана. Итак, наша основа под шубу готова. Берем нашу кучерявую пряжу. И такой совет. Для того, чтобы вот эта пряжа стала пообъемнее, то есть в мотке она смотанная, лежала в пачках очень долго, она вся спрессовалась немного. То есть возьмите, если вам, конечно, не лень, и перемотайте, то есть заново полностью весь моток. И таким образом она станет пушистее. Также вам нужно определиться с длиной вашего ворса. То есть берем, складываем 2 ниточки вот так пополам и прикладываем, и примерно смотрите, как это будет. То есть либо короче делайте ворс, либо подлиннее, это уже как по вашему желанию. Длина ниточки для моего ворса в несложенном состоянии примерно 26 сантиметров. И на данном моменте нам нужно нарезать очень-очень много вот этих вот отрезочков в 2 сложения, то есть чтобы были вот такие вот детальки. То есть вы определились, к примеру, с длиной вашего ворса, и либо вот таким способом нарезаете, то есть раз отрезали, сложили, а потом дальше по вот этому, по этой длине режете и так далее. Но чтобы ускорить этот процесс, потому что нам нужно будет нарезать этих отрезков очень много, просто нужно подобрать нужную какую-нибудь картонку, либо если у вас есть подходящего размера какая-нибудь коробочка, то есть под такой размер, какой вы хотите ворс. И вот так вот наматываете. Много раз обмотали. И в конце просто берете и вот так разрезаете. И у вас сразу же получается очень много заготовок. И еще не наматывайте вот так на одном месте, чтобы вот так в высоту вот так не росла вот эта горочка из пряжи. Потому что когда вы нарежете ее, когда вы сделаете надрез, те отрезки, которые будут снизу, они будут короче, чем те, которые сверху. Поэтому лучше равномерно в один слой намотали, ну или в 2 максимум, отрезали, намотали, отрезали и так далее. И после того, как нарезали достаточное количество отрезков нашей кучерявой пряжи, начинается самое интересное, самое простое, но время затратное. Будем присоединять наш ворс. То есть видим вот наши столбики без накида, вот они ножки. И берем и подсоединяем. Вот сложили пополам нашу пряжу и вот так вытаскиваем. Это все работаем с лицевой стороны. Возьмите крючок, который вам удобен будет для вытаскивания. И вот таким образом заполняйте вот так вдоль каждого ряда. Также можно регулировать густоту ворса. То есть, к примеру, вы можете делать вот в каждый столбик без накида. Можете делать через один. Соответственно, в следующем ряду желательно делать в шахматном порядке. А так, смотрите, может быть, вы захотите и в каждый столбик, чтобы ворс шубы был очень густым. Что касается густоты ворса, который я выбрала для себя. Я много вариантов попробовала. В итоге смотрите, что получилось. Значит, по горизонтали вдоль рядов я вдевала пряжу через одну петельку. Что касается густоты между рядами, я делала таким образом. То есть зацепила пряжу за ножку столбика без накида, пропустила 2 ряда и провязала в 3-й. И так через каждые вот 2 ряда. Желаемую густоту шубки подбирайте сами на ваше усмотрение, то есть провяжите небольшой участок, посмотрите в зеркало, примерьте, нравится вам или нет, и продолжайте. Что касается изнанки, вот такая изнанка получилась, петельки с этой стороны. Если вы хотите, чтобы ваша шуба с изнаночной стороны выглядела еще более презентабельной, просто сшейте точно такой же подклад по размеру вашего кардигана.
До того, как мы пришиваем наш кардиган по швам, просто по этим же деталям вырежете нужную вам ткань для подклада, то есть по рукавам, по переду, по спинке, и сшейте на машинке. Если не хочется с этим заморачиваться, также еще есть вариант вот таких подобных тонких курточек. Они обычно, в принципе, и нужны для того, чтобы поддевать их под какую-то легкую верхнюю одежду, чтобы ее сделать чуть более теплой. Например, они поддеваются под тонкие пальто, под кардиганы, вот, например, под нашу шубку тоже отличный вариант будет. То есть эти тонкие куртки, они вам заменят и подклад, и сделают нашу шубу еще более теплой. Можно даже эту куртку подсоединить к шубе двумя стежками в нескольких местах. По мере вязания я примеряла шубу на себя и смотрела длину. То есть, смотрите, когда я связала свой кардиган, я забыла, что длина ворса у меня достаточно длинная будет. И то есть, если я прикреплю к самому низу шубы вот сюда ворс, к самому краю, то длина шубы увеличится еще вот минимум там, сантиметров на 10-12. Поэтому я подсоединила ворс именно в ту часть кардигана, где я хотела бы, чтобы вот у меня заканчивалась шубка. Соответственно, вот эта часть мне не нужна. Я ее просто сейчас вот так подверну и подошью крючком, либо иголочкой вот так вдоль всего низа. И та же самая ситуация с рукавом. То есть тоже примеряйте каждый раз. Вот, к примеру, вы связали вот до сюда ваш кардиган. И, к примеру, вот отсюда подсоедините пряжу, то есть она у вас будет примерно до сюда длина. И либо вот эту часть кардигана, так же как и низ, можно подвернуть вовнутрь. То есть вот так, чтобы его не было видно. Либо так и оставляйте. По поводу объема рукава, я его сейчас чуть-чуть хочу сузить. То есть продену эту же пряжу вдоль кромки рукава. Чуть-чуть стяну, чтобы он совсем немного сузился. После того, как мы сузили рукав, вот здесь осталась такая незаполненная нашим мехом часть рукава. В принципе, можно и так оставить, но если, к примеру, рука чуть-чуть поднимется, то будет видно вот эту часть не обработанную. И я предлагаю ее заполнить чуть более коротким ворсом, ну, на нужное вам расстояние. В принципе, если вы не хотите, этого можно не делать. Но я ее заполню ворсом, примерно в 2 раза короче, чем мой основной ворс. И редко буду его делать, так лишь бы его немного заполнить. То есть вот я заполнила рукав, осталось совсем немного, и этого мне достаточно, на мой взгляд. То есть если поднять руку, то в принципе нормально будет выглядеть. Теперь нам нужно придумать, как наша шубка будет застегиваться. У меня есть вот такие замочки для шуб специальные, ну, то есть обычные замки для шубы. И сейчас я их пришью вот примерно в этих местах, обычным способом. Вы можете сделать их на кнопочках с обратной стороны, пришить, либо здесь приделать петельку, здесь пришить большие пуговицы. То есть делайте, как вам удобно, как вам нравится. Наша шикарная шуба лама полностью готова. Самое время сделать супер классные фоточки. Я вас благодарю за просмотр. Всем пока! Some kind of